Массированная атака на Киев, Лукашенко запугивает Польшу, а в России дорожают продукты. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Американский флот идет на Ближний Восток. США собираются воевать? Медведев наконец-то объясняет, кто во всем виноват. Они исходят из принципа исключительности интересов Соединенных Штатов Америки. Ученые расшифровали сигнал, полученный из космоса. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Массированная атака беспилотников на Киев. Всю ночь и все утро субботы российские шахеды летели над столицей Украины. Из повреждений, как минимум, попадание в офисное здание и в жилой дом. В результате атаки российских ударных беспилотников обломки дронов упали в 6 районах города: Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. Сообщается об одном пострадавшем — полицейском, который отравился продуктами горения. Об этой атаке в своем телеграм-канале написал президент Украины, поблагодарив защитников украинского неба. Новое подтверждение: РФ перекинула более 7 тысяч солдат КНДР к границе с Украиной. Об этом пишет разведка, в деталях описывая даже вооружение и броню, которой снабдили новоиспеченных бурятов. Как мы с вами уже говорили в эфире «Нехта Лайв», что россияне переодевают северокорейцев в свою форму, снабжают другими документами и выдают за якутов и бурятов. Об этом тоже сообщала украинская разведка. Северокорейские войска доставили с использованием не менее 28 военных транспортных самолетов в ВКС РФ. Их вооружили 60-миллиметровыми минометами, автоматами Калашникова, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми ракетными комплексами «Феникс» и гранатометами РПГ-7. Кроме того, военнослужащим выдали ограниченное количество приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей. В российской армии их называют «особые буряты». Поговорили об этом с экспертом, чтобы понять, какие задачи будут выполнять эти особые буряты в зависимости от того вооружения, которое им стало доступно. По характеру боевых действий, которые там сейчас идут, это маневренные боевые действия. Поэтому они могут быть задействованы как в обороне, где-то на каких-то рубежах, так и, возможно, для атакующих операций в составе, наверное, российских подразделений. Это будет, наверное, основная часть — регулярные войска. Тоже тяжело судить, какой у них реальный уровень подготовки. И есть также предположение, что будут небольшие подразделения сил специальной операции, которые, на мой взгляд, представляют наибольшую опасность. Но опять-таки ответ на этот вопрос, наверное, мы получим со временем. Продукты в РФ будут стоить в 2 раза больше. Согласно исследованию холдинга Ромер, с начала 2022 по сентябрь 2024 цены на 200 основных товаров в России выросли в среднем на 87%. Это исследование основано на анализе чеков семей из 240 населенных пунктов за последние 10 лет. И это мы еще не говорили про сливочное масло, которое стало настоящим феноменом в РФ. Его крадут из магазинов, заказывают партии заранее и так далее. Цены на сливочное масло в России выросли из-за нескольких факторов: удорожание сырья, особенно молока, а также возросшие расходы на логистику и упаковку. Введение маркировки «Честный знак» и ограничение использования пальмового масла создали дефицит натурального молока, что также повлияло на цены. Повышение спроса на сливочное масло и рост кредитной ставки увеличили финансовую нагрузку на производителей, и это отразилось на стоимости продукции. В то же время, по данным Bloomberg Billionaires Index, состояние российских миллиардеров за первые 10 месяцев 2024 года увеличилось как минимум на 26 миллиардов долларов и достигло 355 миллиардов долларов. Эти данные подчеркивают значительный разрыв между ростом стоимости жизни для обычных граждан и увеличением богатства самых состоятельных людей в стране. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу.
США разместят дополнительные силы на Ближнем Востоке, включая эсминцы с системами противоракетной обороны, эскадрилью истребителей, самолеты-заправщики и стратегические бомбардировщики Б-52. Пресс-секретарь Пентагона сообщил, что эти подкрепления начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы, когда ударная группа авианосца «Авраам Линкольн» будет готова к отправке. Это развертывание основывается на недавнем решении о развертывании в Израиле системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense, а также на постоянном присутствии в Восточном Средиземноморье морской экспедиционной группы готовности к десантированию. В Пентагоне отметили, что это решение направлено на защиту американских граждан и военнослужащих на Ближнем Востоке, поддержку безопасности Израиля, а также снижение напряженности путем сдерживания и дипломатических мер. Ну а в России реагируют и на это. Выпустили Медведева, который выдал фразу, что может подойти в принципе к любой ситуации. Если бы западным странам, и прежде всего Соединенным Штатам, достало гибкости и ума заключить с Россией договоры о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было. Но они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов Соединенных Штатов Америки. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит просто. Об угрозах и ответе, о том, не пытается ли Вашингтон впутаться в войну, поговорили с военным экспертом Алексеем Мельником. Прямой интерес России как можно сильнее растянуть силы и средства Соединенных Штатов, отвлечь внимание. Поэтому, исходя из того, что там у России прямой интерес есть в этом конфликте, в разжигании этого конфликта на Ближнем Востоке, соответственно, нужно и относиться к подобным заявлениям. Что касается намерений Соединенных Штатов, то, на мой взгляд, скорее всего, это превентивные меры, потому что есть и политические заявления, есть также свидетельства того, что в какой-то момент Соединенные Штаты даже такие вот, скажем, своеобразные санкции против Израиля пытались применить, чтобы удержать их от эскалации этого конфликта. Поэтому передислокация таких действительно значительных сил в этот регион, скорее всего, это фактор сдерживания для Ирана. То есть есть одни рычаги влияния на Израиль, ну а для Ирана, кроме, скажем, дипломатии, наверное, самый действенный — это все-таки показать, что тут такая вот мощная сила, которая вам не дает никаких шансов для того, чтобы хотя бы там какую-то победу, которую можно было бы продать внутри или же внутри страны, или же остальному арабскому миру. Россия не планирует использовать территорию Беларуси для нападения на Польшу, страны Балтии или Украину. Глупость какая, говорит Лукашенко. Беларусь – это рай, а Париж находится в Гродненской области. Местные жители поэтично мосты называете маленьким Парижем. Ошибаетесь. Поверьте, мосты сегодня привлекательнее самого Парижа. Разбитые витрины, сожженные машины, клопы, криминал, сплошные мигранты. Все это мы видели в репортажах с Олимпийских игр Парижа. А грязная река Сены и в подметке не годится нашему величественному полноводному Неману, особенно в районе мостов, где находится самый большой в Беларуси подвесной мост, почти 200 метров. Американскому ученому Кену Чаффину и его дочери Келли удалось расшифровать таинственный сигнал, который был получен с орбиты Марса в 2023 году. Сигнал передал космический аппарат Европейского космического агентства ESA в рамках амбициозного проекта «Знак в космосе». Цель этого эксперимента — проверить, как можно декодировать внеземные сообщения и какие методы будут наиболее эффективными для расшифровки данных из космоса. В мае 2023-го 3 радиоастрономические обсерватории на Земле перехватили сигнал с Марса. Уже через 10 дней 5000 ученых-волонтеров выделили из необработанных данных основное сообщение. Следующим шагом стала расшифровка закодированной информации. Кен и Келли Чаффины месяцами работали над симуляциями, чтобы понять, что скрыто в сигнале, потратив на это более года. Но расшифровка показала, что сигнал передавало нечто, напоминающее движение. Это может указывать на существование структур, похожих на клетки, или даже на форму
формы жизни, основа которых составляют аминокислоты и белки. Визуализация этого загадочного послания была создана медиахудожницей Даниэлой де Паулис при поддержке астрономов и компьютерных специалистов. Общение с внеземной жизнью потребует широких знаний, больших, чем астрономия. С помощью знаков в космосе мы надеемся сделать первые шаги на пути объединения научного сообщества для решения этой проблемы. Тем не менее, расшифровка только начало пути. В ESA подчеркивают, что теперь начинается поиск смысла этого сигнала, а его интерпретация, как у любого произведения искусства, остается открытой. Это значит, что мы по-прежнему далеки от полного понимания содержания. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.